Всем привет! Сегодня мы прогуляемся по заброшенной Парлелупской тюрьме в Елгове. В 90-х Елгова могла поспорить с Ригой за звание самого криминогенного города Латвии, ведь работы в городе не было, а за власть боролись 4 преступные группировки. А вот, похоже, и сами камеры. Есть кто? Во многих камерах, к сожалению, уже пусто. А еще здесь можно встретить разных маргинальных личностей, бездомных, наркоманов. Это было что-то типа склада. Двери, конечно, крепкие. Ванная. И снова камеры. Интересно, сколько же здесь было заключенных? Парлелупскую тюрьму построили в 60-х годах. Это была исправительно-трудовая колония общего режима. Специальных нормативов для строительства тюрем в то время не было, поэтому для заключенных возвели армейские бараки. Сегодня на их месте высокая трава и деревья. На территории находилась 21 постройка, большую часть зданий снесли. Остались административный корпус, штрафной изолятор, столовая и спортивный зал. В Парлелупской тюрьме отбывали срок более 1000 заключенных – убийцы, насильники, грабители, мошенники, рэкетиры. Места катастрофически не хватало. В одном помещении могло находиться от 40 до 60 человек, которые спали на 2- и 3-ярусных кроватях. 2008. Тюремный туалет. Вот список заключенных, которые были в камере. Стоп, 8 человек? И это в такой камере было 8 человек? Шконок уже нету. Я думаю, здесь было минимум 4 заключенных. И снова туалет. Так называемая параша. Интересный случай произошел в этой тюрьме, когда она еще работала. Отсюда как-то сбежало 70 заключенных в один день. Они вырыли подкоп и сбежали через подземный тоннель. Работать было негде, заключенные были предоставлены сами себе. Спали, играли в карты, ходили в спортивный зал, пили. Алкоголь и наркотики им перекидывали через забор с улицы. Уследить за порядком было крайне сложно. На всю тюрьму было всего 22 надзирателя, а в ночь побега вообще 3 и 5 пар наручников. Судя по карте, примерно вот на этом месте и находилась та самая баня и прачечная, откуда был совершен побег.
В принципе, в тюрьме был банный день, однако заключенным не запрещалось в любое время после тренировки или игры прийти сюда помыться. Также здесь можно было постирать и высушить одежду. Кстати, первыми о побеге сообщили пациенты больницы. Она находится буквально за ограждением. Ночью они увидели, как из-под забора выбираются люди. Позвонили в полицию, полиция связалась с тюрьмой, а в тюрьме ответили, что все спокойно. Побег начался в 9 часов вечера и продолжался до самого утра. Сперва бежала 4 главных, потом остальные. Шли группами по несколько человек. Подкоп был больше 10 метров. Его рыли около 2 месяцев, грунт прятали по закрытым каморкам, рассеивали по углам. Тревогу подняли лишь на следующий день. Начались поиски сбежавших. Одного из заключенных нашли в доме напротив. 9-я камера. А это, возможно, была одиночка. Чувствую какой-то неприятный запах. Тут еще камеры, но только 2. А это была комнатка дежурного. Отсюда он мог видеть весь коридор. Это был карцер. Для непослушных заключенных. Представляю, как тут жутко ночью. А тут, похоже, был дворик. Только сверху была решетка. Сюда заключенные могли выйти на прогулку. Какие же тут высокие стены. А тут ванная, что ли? Непонятно. О! Это же переговорная. Сюда приводили заключенных. Они стояли вот в этих кабинках и могли поговорить со своими друзьями, родственниками, близкими. Телефон. Причем только для приема. Они, наверное, общались через телефон, потому что здесь было стекло, и чтобы надзиратели могли бы прослушать разговоры. Вот оно что. Снова склады, уже полностью разворованные.
этаж выше над камерами. Здесь, похоже, были уже служебные помещения. Хотя сейчас уже не разберешь. Раздевалка, возможно, для надзирателей. Телевизор. Точнее, его остатки. Каскад. Первый раз такой вижу. Так. Тут я еще, похоже, не был. Да. А вот здесь уже действительно были душевые для заключенных. Снова комната сторожа. Какая колючка здесь была. А тут снова дворы для прогулок. Хотя нет. Смотрите, это был тройной периметр. Один забор с колючкой, забор посередине, и еще и третий забор тоже с колючкой. Один скрывался где-то на чердаке. То ли в 22-м, то ли в 24-м доме. То есть это рядом? Да, вот где-то вот тут, через дом. Вот. Они там сидели. А вам не было страшно, узнав, что случился Было, такой массовый побег? конечно, было страшно. Было, как же, пойдешь там, кто их знает, что у них на уме. Когда они там сидят за решеткой, тогда не страшно, а когда они уже тут, это совсем по-другому. Маргарита выросла в этом дворе. Местные давно привыкли к громким построениям и забавам заключенных. То они тапки через забор бросают, то солнечных зайчиков пускают. Но такое соседство никого не пугало. Нет, абсолютно. Наоборот, было хорошо. Солдаты на вышках стоят, тишина и покой был. А вот мы еще слышали, что в принципе в Елгаве в 90-е годы было, и в том числе вокруг тюрем, крутилось очень много подозрительных личностей, ранее судимых людей, которые Были, приезжали, да, ходили. на свидания, там, на передачки, и крутилось. Они как-то досаждали, приставали как-то? Нет, абсолютно. Со мной такого не было вообще. Они приезжали сюда, кричали, там переговаривались, что-то перекидывали, там заматывали такие куски, и их туда кидали. Вот. Ну, их сразу солдаты с собаками, и кого ловили, кто убегал, кого ловили. Парлейлопскую тюрьму ликвидировали в 2008 году. Часть заключенных вышла на свободу, остальных перевели в другие тюрьмы. Парлейлопская тюрьма находится в катастрофическом состоянии и не отвечает нормам в сфере прав человека. Было бы неразумно постоянно вкладывать средства налогоплательщиков в объекты недвижимости, в которых постоянно нужно что-то ремонтировать. Кроме того, такое место заключения является серьезной угрозой для безопасности общества. Холодильники. Где-то должна быть столовая. А вот и сама столовая. Хотя это странно, потому что обычно заключенным приносят еду прямо в камеру, насколько я знаю.
Это был спортзал. Вот здесь на полу разметка. Эх, жаль, не успел я сюда прийти лет 10 назад.